Зеленский готов уйти. Внезапное заявление об отставке и обращение к народу в Новый год. США и Украина провели переговоры, среди тем выборы и смена власти. Все детали. Заговор и раскол в ближайшем окружении Зеленского. Резкое обращение военных к Киеву. Почему ВСУ решили пойти против? Беларусь готова к диалогу. Заявление Минска для НАТО. Что сказали и почему силовики Лукашенко провели масштабные учения по разгону протестов? Потеря Альянса. Начало крупнейшего расследования. В соседней с Беларусью и Россией Литве смерть в рядах военных НАТО. Что произошло? Президента призвали бежать, а еще нападение в Казахстане. Люди заявляют о больших потерях и берут в руки оружие. Ученые же бьют по старому мифу. Названы точные критерии успешного брака. Как женщине выбрать мужчину, а мужчине женщину. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, друзья! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как всегда. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Беларусь готова к диалогу. Обращение Минобороны страны к НАТО. В Минске заявляют, республика открыта для разговора со странами Западного военного альянса, если это поможет стабилизировать безопасность в Восточной Европе. В Беларуси заявили, что отношения с Западом зашли в тупик после попыток, как утверждает помощник министра обороны Ревенко, навязать Минску чужие интересы и изолировать страну. По его словам, Запад стремился экономически и политически надавить на Беларусь, чтобы подчинить ее собственным стратегиям. А Минск же настаивает, что проводит самостоятельную и миролюбивую политику, что и стало причиной конфликта позиций. Тем не менее, мы продолжаем контакты со странами Запада. Мы аккредитовали ряд государств-членов НАТО в Республике Беларусь. На сегодняшний день это 10 государств. Готовы предоставить им позицию Республики Беларусь. Мы готовы слышать их позицию и приходить к какому-то консенсусу, опять же, для обеспечения безопасности в нашем регионе. В то же время в самой Беларуси решили так же, как заявляется, позаботиться о безопасности. Силовики Лукашенко провели масштабные учения для подавления и разгонов протестов. Маневры длились 3 дня. Цель – отработать различные сценарии складывающейся оперативной обстановки на улицах столицы. Ко всему, в МВД заявляют, что проверили боевую готовность техники, которую могут вывести на улицы в случае беспорядков. Напомню, масштабные протесты охватили страну 5 лет назад после выборов президента. Люди были не согласны с их результатами и политикой Лукашенко. В итоге митинги были подавлены. Как считаете, возможны ли сейчас протесты такого же уровня в Беларуси, как в 2020 году? Масштабное расследование начато в соседней с Беларусью Литве. Маневры НАТО пошли не по плану. Вильнюс заявляет о смертельном случае. Бельгийский военнослужащий погиб на учениях Альянса. Все произошло во время минометного упражнения, после которого солдат скончался в больнице. Минобороны Бельгии подтвердила инцидент. Погибший служил в артиллерийском батальоне в Брасхате. Федеральная прокуратура Бельгии и Минобороны уже ведут расследование, пытаясь установить, что именно пошло не так на этих учениях. Литва в этот час скорби вместе с вами. Бельгийские военнослужащие, несущие службу в Литве в составе усиленного передового присутствия НАТО, вносят неоценимый вклад в безопасность нашей страны и всего Альянса. Их преданность и жертва никогда не будут забыты. Напомню, это уже не первая смерть на учениях НАТО в Литве. В этом году весной 4 американских военных на бронетранспортере въехали в болото в нескольких десятках километров от границы с Беларусью. Экипаж оказался в ловушке. Поисковая операция стала одной из крупнейших в истории Литвы и завершилась лишь спустя неделю. Именно столько понадобилось, чтобы найти, а после и поднять военную технику со дна болота. Совместный бизнес на войне. Китай стремительно сближает свои технологии с российским ВПК. Владелец компании СКНР по поставке комплектующих для дронов Ван Динхуа приобрел долю российского производителя беспилотников Рустакт. Это предприятие выпускает FPV-дроны, которыми Россия активно пользуется на фронте. Сделку обнаружила редакция Financial Times, изучив корпоративные документы. Financial Times обнаружила запись в российских открытых реестрах. Однако уже на следующий день после доступа к документу все данные о структуре собственности Рустакта были засекречены и удалены из официальных корпоративных баз России. Информация о передаче доли также исчезла и из частных корпоративных разведывательных сервисов страны. На момент засекречивания 95% компании принадлежала бизнесмену Павлу Никитину.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, доля китайского бизнесмена – это не просто инвестиция, а показатель того, что Пекин и Москва постепенно переплетают свои военно-технические цепочки. Рустакт давно играет ключевую роль в обеспечении российской армии, а зависимость России от китайской электроники только растет, говорится в материале. Financial Times запросил официальный комментарий, и в МИД страны ответили, что не осведомлены о деталях владения их гражданина, но подчеркнула, что Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует технологии двойного назначения. Это была цитата. 2 раунда переговоров с одной паузой. Жесткие, но конструктивные. Так, практически одинаково западная пресса описывает переговоры между Украиной и США, которые накануне прошли во Флориде. В Госдепе Штатов дали понять, цель переговоров не просто завершить войну, а сделать так, чтобы помочь Украине стать безопасной навсегда, чтобы она больше не столкнулась с вторжением. Это цитата и заявление Марко Рубио после того, как делегации покинули переговорную комнату. Сегодня мы снова продвинулись вперед, но работы еще очень много. Это тонкий, сложный процесс, много движущихся частей и, очевидно, есть еще одна сторона, которая должна стать частью уравнения. Это продолжится на этой неделе, когда господин Уитков поедет в Москву. При этом мы и так в разной степени контактируем с российской стороной и довольно хорошо понимаем их позицию. Умеров, который на этих переговорах заменил ушедшего, а теперь и желающего отправиться на фронт Ермака, об итогах переговоров сказал следующее. Давайте послушаем. Мы обсуждали будущее Украины. Мы затронули все важные вопросы, которые имеют значение для Украины и украинского народа. И США оказали колоссальную поддержку. Мы работали. У нас уже была успешная встреча в Женеве. И сегодня мы продолжили этот успех. На данный момент эта встреча была продуктивной и успешной. На последующих этапах, надеюсь, мы будем держать вас в курсе. Но что именно и что конкретно обсуждали стороны на этот раз? В западной прессе несколько версий. CNN пишет о чувствительных вопросах. Переговоры во Флориде между высшими американскими чиновниками и украинской делегацией, направленные на завершение войны в Украине, проходят жестко, но очень конструктивно. Об этом CNN сообщил источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров. По его словам, на встрече обсуждаются самые чувствительные вопросы урегулирования конфликта. «Пока все идет хорошо», — добавил источник. Переговоры прошли в чувствительный момент для Украины, которая находится в обороне и сталкивается с коррупционным скандалом. На повестке дня пункты мирного плана, который предложил Трамп и который уже неоднократно переписали. При этом Wall Street Journal пишет, что одной из чувствительных тем, которая, вероятно, поднималась на переговорах во Флориде, были, внимание, выборы в Украине и смена власти. По словам высокопоставленного представителя администрации США, на переговорах обсуждаются график проведения выборов в Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом в ходе попыток согласовать условия предполагаемой мирной сделки. Параллельно с появлением информации о выборах в украинских соцсетях появилось видео известного украинского ведущего и политтехнолога, которого украинские медиа и журналистское сообщество давно окрестило черным медиакиллером Банковой Владимира Петрова, которого считают абсолютно подконтрольным офису Зеленского. Он внезапно заявил, что Зеленский готов уйти, потому что устал от войны и больше не хочет быть в кресле президента. По мнению Петрова, которое он ничем не подкрепляет, Зеленский уйдет в Новый год, как Ельцин. На Новый год Зеленский выйдет с обращением к народу и скажет: «Я в Новый год вам говорил, что иду в президенты, а в этот Новый год я говорю вам, что ухожу в отставку». Мы подписали прекращение огня. Дальше переговоры вместо меня будет вести спикер парламента. И он уйдет и не будет участвовать в выборах сам. И он не будет создавать новый политический проект. Что же подпишет Зеленский, каким будет это мирное соглашение? Эта тема также вновь широко обсуждается. План Трампа в Украине по-прежнему называют планом капитуляции. Западная пресса напоминает недавние слова Путина, который говорил, что ожидает вывода ВСУ. А если этого не произойдет, то ВС РФ добьются целей военным путем. Украинские же военные уже дают понять, пойдут против президента и его решений и не выполнят приказ. Обращения военных к Зеленскому прозвучали в интервью NBC News. Но он добавил, что хотел бы услышать ясное объяснение от военного руководства, почему украинская армия должна отказаться от позиций, которые она все еще удерживает, включая его родную Донецкую область. «Если это придет без объяснения, это не будет выполнено», — сказал он. «Это не руководство государства сидит в окопах. Это наши парни в окопах. Они имеют право решать».
Борьба Зеленского за выживание стала как никогда личная, уже пишет The Times, и также, ссылаясь на свои источники, намекает на назревающий заговор в окружении Зеленского. Часть депутатов его фракции может стать перебежчиками и уйти в оппозицию. Раскол наблюдается на фоне коррупционного скандала и отставки Ермака. Теперь главный вопрос. Переживет ли Зеленский удар от потери самого близкого соратника и хватит ли обществу и оппозиции этой головы, чтобы успокоиться? Проблемы президента усугубляются недавними военными неудачами. В начале ноября российские войска фактически захватили ключевой логистический узел Покровск, а ведущиеся мирные переговоры многие в Украине воспринимают как капитуляцию перед Москвой. О том, что Зеленский может уйти в отставку, писало и еще одно западное издание со ссылкой на тех, кто раньше был вхож в офис президента. Бывший экономический советник президента Александр Роднянский написал на прошлой неделе в The Economist, что в свете коррупционного скандала и спорного мирного плана Зеленский может сам подать в отставку. Это маловероятно, но неизвестно, кто мог бы его заменить. При военном положении выборы запрещены, а по популярности Зеленский все еще сильно опережает конкурентов. Оставит ли Зеленский свой пост в Новый год, как заявляет Петров? Как считаете, друзья, и почему появилось его заявление именно сейчас? И считаете ли, что в такой короткий срок Москва и Киев все же подпишут мирное соглашение? Друзья, приглашаю оставить свой комментарий под видео. Вновь прошу вашей поддержки в виде лайка. Приходится бороться с поддельными каналами и теми, кто пытается перебить и заглушить мой голос в силу своей несостоятельности. Поэтому жмите лайк и подписывайтесь на канал «Время Прядко». Многие из вас по-прежнему этого не сделали. Жмите также на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового ролика. А я продолжаю. Президента просят о помиловании. В Израиле не утихают разговоры после недавнего заявления премьер-министра Нетаньяху. Тот попросил его помиловать. Официальное обращение к президенту Израиля прозвучало накануне и уже вызвало волну споров. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид считает, что Нетаньяху должен покаяться и уйти в отставку, а президент Ицхак Герцог не должен реагировать на заявление Нетаньяху. А Нетаньяху, напомню, попросила помилования по своему многолетнему коррупционному делу, заявив, что судебный процесс мешает ему управлять страной и что прекращение дела отвечает интересам общества. Президент уже подтвердил получение запроса и пообещал рассмотреть его по установленной процедуре. В Израиле помилование обычно дается только после вынесения приговора, а премьер-министр и его адвокаты вины не признали. В стране обсуждают, каковы последствия будет иметь решение президента, если тот все-таки решится помиловать Нетаньяху. Вопрос о том, каковы будут долгосрочные последствия помилования, если оно будет предоставлено, имеет ключевое значение. Сейчас премьер-министр просит отложить в сторону судебную систему и позволить президенту решать по существу вопросы, которые находятся на рассмотрении суда. Это означает, что если помилование будет предоставлено, больше нельзя будет говорить о независимой судебной власти и о том, что все равны перед законом. Это повлечет долгосрочные последствия для демократической стабильности государства Израиль. Градус не понижается, давление растет. Появляются новые детали о разногласиях между Трампом и Мадуро. Американский президент не только заявляет о закрытии неба над Венесуэлой, о чем я рассказывал в предыдущем выпуске, но и требует президента Мадуро бежать из страны. Причем подобные заявления звучат из Вашингтона не впервые, а президент и не против уйти в отставку. Но есть условия, пишет CNN. Во время предыдущих неформальных переговоров между США и Венесуэлой Мадуро выражал готовность в будущем уйти в отставку, хотя это могло бы произойти не раньше, чем через 18 месяцев, сообщил CNN источник, знакомый с обсуждениями. Некоторые чиновники США считали это возможным решением, но Белый дом в итоге решил поддержать только план, предполагающий немедленный уход Мадуро. Трамп ранее подтвердил, теперь ЦРУ, согласно его приказу, может проводить операции внутри Венесуэлы. Правительство Николаса Мадуро уже внесено в список иностранных террористических организаций, что расширяет возможности США для прямых ударов. В Венесуэле растет тревога, люди обсуждают возможные удары только шепотом, тогда как Мадуро публично продолжает утверждать, что страна непобедима. Нападения в Казахстане. Местные заявляют о больших потерях пока среди скота. В Абайской области нашествие волков. Такого удара по хозяйствам не было годами. Хищники спускаются все ближе к людям, заходят прямо на фермы и дают себе волю. Только за этот год в одном районе волки уничтожили более 450 коров и овец и примерно столько же лошадей. Ущерб перевалил за 160 миллионов тенге. Это более 300 тысяч долларов. И это только официальные цифры. Местные жители уже не
не скрывают отчаяния. Горная местность делает охоту с использованием специального снаряжения и транспорта почти невозможной, пишут СМИ Казахстана. Фермеры решили действовать сами, организовали специальные состязания, чтобы привлечь профессиональных охотников. В ход идут ловчие птицы и гончие собаки. Но даже это пока не приносит серьезного результата. За 2 года охотникам, несмотря на снаряжение и поддержку, удалось добиться лишь минимальных успехов. Люди боятся, что если ситуацию не взять под контроль сейчас, то волки могут выйти за пределы пастбищ и пойти не за скотом, а уже за людьми. Старый романтический штамп уничтожен, противоположности притягиваются, лишь красивая фантазия. Долгие и крепкие отношения строятся на сходстве образа жизни, ценностей и ежедневных привычек. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior. Ученые обнаружили, что пары чаще всего совпадают в политических и религиозных взглядах, подходе к питанию и отдыху, отношении к вредным привычкам и в бытовых рутинах. Похожие даже на телосложение и мелкие физические особенности. По оценкам исследователей, 82-89% черт у устойчивых пар общие. Это объясняется тем, что люди выбирают партнеров в тех же социальных кругах, где живут и работают, а значит среди тех, кто разделяет их ритмы жизни. Небольшие различия вроде интровертности или же разницы в режиме сна на прочность союза почти не влияют. Совпадение ценностей и привычек оказалось главным фактором устойчивых отношений. Научные доказательства предполагают, что соответствие в основных чертах может облегчать коммуникацию и снижать конфликты, но различия также могут способствовать росту, устойчивости и взаимодополняющим сильным сторонам в партнерстве. В конечном итоге успех долгосрочных отношений зависит не только от сходства или контраста, но от фундаментальных факторов, таких как доверие, уважение, эмпатия и способность адаптироваться к нуждам друг друга со временем. Друзья, согласны ли с такими выводами? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И говорю всем вам спасибо за просмотр. Хорошего дня. Не забудьте поддержать работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.